Дождь превращал заасфальтированную площадку АЗЦ номер 41 в огромное темное зеркало, в котором дробились и расплывались неоновые огни рекламных щитов. Среди этого непрерывного шума моторов, шуршания мокрых шин и запаха бензина жила собака. Она не имела имени, да и порода и природа ее не наградила. Обычная дворняга, каштаново-серая шерсть, слегка сбитая на боках, неширокая грудь и чуть вислоухие уши. В ее облике не было ни грации породистых ретриверов, ни трогательной игрушечности шпицев, ни гипнотического очарования голубоглазых хаски. Это была самая незаметная, дворовая собака, каких сотнями видят в каждом городе и забывают через секунду. Из-за этой обыкновенности шансы найти дом стремительно стремились к нулю. Но сама она об этом не догадывалась или просто отказывалась верить в сухую статистику. На заправке она прожила уже больше года. Жизнь здесь нельзя было назвать беспросветной. Операторы из ночной смены делились с ней остатками сосисок для френч-догов, а смены помягче даже пускали посидеть в тамбуре между стеклянными дверями, когда зимний ветер выдувал из подворотни остатки тепла. У нее была своя коробка за блоком с подкачкой шин и стабильный обед. Однако собачья душа устроена иначе. Сытый желудок никогда не заменит ощущение того, что ты кому-то принадлежишь. У дворняги был свой ритуал. Каждый день она встречала въезжающие автомобили у самых ворот. Постоянные клиенты, например, усатый водитель желтого водовоза или грустная женщина на синем Hyundai, знали ее привычки. У них в бардачке всегда валялся подсохший кусочек сыра или специальная сухая косточка. Они опускали стекло, трепали собаку за ухом и бросали угощение. Дворняга вежливо виляла хвостом, съедала подарок, но никогда не задерживалась долго. Ее настоящая работа начиналась тогда, когда на территорию заворачивала незнакомая машина. Как только шумящий металлический короб останавливался у колонки, собака неспешно подходила к водительской двери, сядет на холодный асфальт, выпрямит спину и ждет. Когда водитель открывал дверь или опускал стекло, чтобы расплатиться или вставить пистолет в бак, она делала шаг вперед и начинала смотреть. Это был необычный попрошайничий взгляд. Она не скулила, не поджимала лапы, не била хвостом по земле в навязчивом поклоне. Собака смотрела прямо, глубоко и непрерывно, глаза в глаза. В этом взгляде читалась удивительно четкая позиция, которую она изо всех сил пыталась донести до каждого залетного гостя. «Я здесь. Я существую. Я не просто часть этого пейзажа из бетона и бензина. Взгляни на меня, настоящую». Реакция людей была разной. «Пошла вон! Опять двери испачкает!» – ворчал мужчина в дорогом костюме, брезгливо отталкивая лапой воздух, когда собака чуть ближе подавалась к его чисто вымытому седану. Он боялся царапин на свежем лаке больше, чем чужой одинокой боли. «Не прикармливайте ее, задолбала тут шляться», – бросал другой, нервно хлопая дверью. Были и те, кто просто отворачивался, делая вид, что смотрит на табло с ценами на топливо. Смотреть в эти собачьи глаза было неуютно. В них было слишком много немого вопроса, на который у суетливых городских жителей не находилось времени. Но собака не отчаивалась. Каждая уехавшая машина была для нее не поражением, а просто еще одним «нет» перед тем самым единственным «да». Она провожала уходящие красные габаритные огни спокойным взглядом и поворачивалась к въездным воротам. Алена заехала на АЗЦ номер 41 совершенно случайно. В тот вечер у нее не ладилось абсолютно все. Затянувшийся аврал на работе, разрядившийся телефон и стрелка топливного датчика, упавшая на самую крайнюю красную черту. Ей хотелось только одного — быстрее добраться до своей пустой съемной квартиры, заварить чай и укутаться в плед. Когда она выставила пистолет с 95-м и повернулась, чтобы идти к кассе, она едва не споткнулась. Около колеса стояла беспородная собака.
некрасивая, с чуть облезлым хвостом и мокрыми от дождя боками. Но когда Алена опустила взгляд, она застыла. Дворняга смотрела на нее. В этом взгляде не было страха или агрессии, это был абсолютный чистый контакт. Собака словно пробивала своими темно-карими глазами все слои человеческой усталости, защитных барьеров и повседневной суеты. В ее глазах читалась странная, почти человеческая мудрость и терпеливое ожидание. «Привет», — тихо сказала Алена, опустившись на корточки. «Ты чего так смотришь?» У нее не было с собой никакой еды, кроме половины пачки галетного печенья. Собака аккуратно взяла сухую печеньку с ладони, не задев пальцев зубами, съела ее и снова подняла глаза. В ту ночь Алена долго не могла заснуть. Перед глазами стоял этот пристальный, требовательный и одновременно невероятно одинокий взгляд. Через 3 дня Алена вернулась на эту заправку, хотя бак был полным. Она привезла пачку хорошего лакомства. Собака снова подошла, снова заглянула в душу своим фирменным взглядом, взяла угощение и легла рядом с колесом. Так продолжалось 2 месяца. Алена заезжала каждые 2-3 дня. Они просто сидели рядом минут по 10. Девушка рассказывала собаке про свои тяжелые будни, а собака молча слушала, не отводя глаз. Сотрудники заправки улыбались. «Наша Каштановая опять на смене, клиента обрабатывает». Но Алена понимала, собака ничего не обрабатывала. Она просто искала своего человека и, кажется, нашла. В один из осенних дней, когда мелкая ледяная крупа начала затягивать лужи, Алена привычно подрулила к колонке. Собака уже бежала навстречу, забавно переставляя короткие лапы. Алена не стала выходить из машины. Она просто откинула пассажирскую дверь настежь, подвинулась к соседнему сиденью и тихо произнесла: «Ну что, поехали домой? Ты ведь этого добивалась?» Собака замерла у открытой двери. Впервые за все время ее уверенный взгляд замешкался. Она перевела взор с лица Алены на мягкая ткань сиденья, потом на асфальт заправки, где пробила свою годовую вахту. А затем сделала один уверенный прыжок внутрь. Дверь хлопотала. Автомобиль тронулся, оставляя позади огни АЗС, запах бензина, коробку за блоком подкачки и сотни машин, которые когда-то проехали мимо. Прошел год. В жизни дворняги, которую теперь зову Мальтой, изменилось абсолютно все. У нее появилось собственное ортопедическое лежащее место, 2 миски из нержавеющей стали, цветной поводок и личный ветеринар. Ее шерсть после хорошего корма и регулярного мытья стала мягкой и засияла глубоким янтарно-каштановым оттенком. Пожилой сосед по подъезду теперь называл ее «очень статной дамой». Но самое главное изменение произошло с тем самым взглядом, ради которого все и затевалось. Алена часто ловит себя на мысли, что теперь ее жизнь делят 2 совершенно разных собачьих взгляда. Первый взгляд — утренний. Он появляется ровно в тот момент, когда Алена надевает пальто и берет в руки ключи от квартиры. Мальта садится у двери, слегка опускает уши, а ее глаза становятся бездонными, полными тихой глубокой грусти. Это взгляд ожидания, в котором застыл весь собачий страх снова остаться одной в огромном мире. В нем нет упрека, только просьба: «Возвращайся скорее». Зато второй взгляд стоит того, чтобы проживать ради него каждый день. Когда вечером в замке проворачивается ключ, за дверью начинается настоящая буря. Радостное попискивание, дробный стук когтей по паркету и суматошное виляние всем телом. Но когда Алена переступает порог и опускается на колени, Мальта упирается мокрым носом ей в подбородок и замирает. Она смотрит хозяине прямо в глаза, и теперь в этом пристальном взгляде больше нет ни ожидания, ни поиска, ни немого вопроса. В нем горят абсолютное счастье, безграничная преданность и простая домашняя уверенность. Ты вернулась. Мы дома.
Алена обнимает собаку за теплую шею и понимает. Тогда на мокрой заправке среди шума машин дворняга была абсолютно права. Настоящая красота и свой человек всегда находят друг друга. Нужно только уметь смотреть так, чтобы тебя невозможно было забыть.